Привет, ребята, добро пожаловать в очередное видео. Надеюсь, у всех все хорошо. Ладно. Итак, ребята, я собирался сказать, что сегодня не так уж много обновлений. Но теперь должен сказать, что мне много звездочка, о чем нужно поговорить. Лол. Если бы я вчера рано лег спать, я бы точно пропустил прямой эфир Чингука. К счастью, я этого не сделал. Я смотрел BL, и вдруг выскочило уведомление, и мой телефон буквально выпал из руки. Я подумал, о боже. Чингук в прямом эфире. И что случилось потом, ребята? Мы разберем каждый из них. Но, конечно же, начнем с самого начала. Итак, ребята, сцена с Бентли и Сна. Да, они оба ездят на Бентли, просто немного разных цветов. Лол. Не спрашивайте, как это подтвердилось, но как бы то ни было, это подтверждено. Лол. В общем, после этого некоторые МФС отнеслись к этому скептически. Некоторые косички предположили, что это не подарок Т от JK. Они сказали, что Т сам купил его в Элии. Верный бро, детективы Тикукр также подтвердили, что свитер звездочка недоступен звездочка в Элии. Нужно ждать неделю, чтобы купить его. А Т пробыл там всего 3 дня. И он доступен только в Токио, куда ездил JK. И это специальная ноябрьская коллекция из их магазина, где мы также видели JK. И он разговаривает по телефону. Лол. Он, наверное, пишет Т: детка, какой цвет свитера ты хочешь? Черный или белый? Лол. И, ребята, еще кое-что, да, Шуга и РМ тоже давно носят Chrome Hearts. Это никак не связано с Тикук. JK недавно видели в магазине. И Т тоже был в Chrome Hearts в то же время. Хотя он никогда раньше их не носил. Это напоминает мне, как Т никогда не носил Calvin Klein. Но как только Чингук стал амбассадором, Т начал много хвастаться Calvin Klein. То же самое касается Чингука, хвастающегося Срлин. Ха-ха. Они такие милые. Именно из Chrome Hearts эти косички начали шиперить свою драму. Т, надев Chrome Hearts, тут же заткнул им рты. Это называется гениальность. Он хвастался 2 подарками от Чингука. Остальные были личными подарками. И можно строить любые теории, но факт остается фактом, правда есть правда. Это не изменится, бро. В общем, как я уже говорил, это не новость. Чингук всегда так делает для своего Данги Хёна. Просто продолжай доводить неудачников до слез. Кстати, посмотрите на этот Арт Кей. Разве он не прекрасен? Конечно, прекрасен, но я говорю об этом. Я имею в виду, посмотрите на картинку. И это правда, что у Т в жизни есть еще один стул. И во время их трансляции мы заметили еще один стул. Ак нарисовал, чтобы показать этим партнерам по игре. Ребята, давайте поговорим о веревках на шеях, и Т, и Чингук их носят. Мы видели Т с веревкой уже несколько дней, красной. А Чингука тоже видели с веревкой на шее, то ли черной, то ли темно-синей. Не уверен, у меня не очень острое зрение. Лол. Я видел черную. И я все больше убеждаюсь, что в последнее время они оба часто носят красно-черное. Теперь их цвета красный и черный. Кажется, да. Фиолетовый, зеленый, красный, синий, а теперь еще и красный и черный. И, ребята, те, кто говорит, что это не веревка, говорят, что это волокна одежды или кабель микрофона. Ну, Чимин тоже носит микрофон. Но почему у него на шее нет ничего подобного? Это явно похоже на веревку. Как видите, для Тикука нет ничего случайного. Хотя бренд CCN этого не подтвердил. Бренд CCN, чей браслет носит Т, подтвердил, что тот, который носит Т, действительно их продукт. Если JK тоже носит тот же бренд должен был бы сказать, что это для JK, верно? Но бренд не сделал никаких заявлений.
У меня такое чувство, что они, вероятно, ничего не скажут или скажут: нет, то, что носит Джей Кей, это не наш продукт. Такое уже случалось с браслетами. Но в чем разница? Бренд не важен. Важно то, что они оба носят одинаковые браслеты, одинаковые кольца и, опять же, одинаковые браслеты. Для меня это тег карма. В общем, что вы думаете? Пишите в комментариях. А теперь давайте поговорим о следующем обновлении. Итак, я жду выходных. Сегодня выходные, суббота, и что-то произойдет в воскресенье. А вчера вечером приходил Джей Кей. Судя по всему, да, он приходил в выходные. И когда он пришел? Около часа ночи. В Корее это 5 утра. В смысле, из какой бы страны он ни приехал, прямая трансляция обязательно будет ужасной. Лол. И только посмотрите на его наряд. Боже мой, мое сердце никогда в жизни так не билось. Я просто подумал, а что, если я присоединюсь, что будет? В смысле, столько счастья в такую холодную ночь я бы не выдержал. Лол. Я слаб, когда дело касается Тхэкук. В общем, давайте поговорим о трансляции. Он снова играл в игры во время трансляции. Охота на кончо закончилась, поэтому он сыграл еще одну. Это длилось недолго, около 4 часов. Итак, чтобы узнать, что произошло, я смотрел трансляцию Чингука с 1 часа 30 минут до 3 часов 30 минут. Но когда я проснулся, он был оффлайн, и было уже 7 часов 30 минут утра. Мой телефон разрядился, а наушники выпадали. Лол. Я не открывал Инстаграм. Думал, просто зайду туда и сразу на YouTube. И, ребята, в прямом эфире Чингука было много интересного. Он снова рассказал о своем друге. Он сказал: я не спал всю ночь. Немного поспал, потом проснулся, поел с другом и вышел в эфир. Значит, его друг был у него дома в то время. Потому что он пришел около 4-5 утра. А до этого, если он ел с другом, значит, ужинал. А его друг тоже возвращался домой в тот вечер? То есть, у него был рейс? Лол. Знаете, почему я так сказал? Потому что Тэй едет в Дубай. Кажется, да. В Бурдж-Халифе будет показ от Тиртер. Вчера они показывали превью. А сегодня само шоу. И я немного запутался, может, я недостаточно изучил вопрос или что-то пошло не так. Лол. Либо Тэй действительно идет, либо просто видео идет, чего здесь не происходит, потому что видео уже показывали вчера. Мне кажется, Тэй действительно едет в Дубай. Я правда думаю, что он сейчас едет в Дубай. Блин, не представляю, какая там суматоха, что заворочается с боку на бок. И, может, Чингук всю ночь не спал из-за этого. Давайте просто подождем. Не стоит пока делать слишком много предположений. Давайте подождем. Итак, ребята, Чингук только что рассказал, как его друг играл в игру во время его трансляции. Игра называлась The Classroom, хоррор, который чуть не заставил Чингука выругаться, пока он не остановился. Он был так напуган. Он такой. Да, что, это, увлекательно, нет, ох, черт, их так много, что за люди, ох. И его реакция, чувак, была эпичной. Мне тоже было страшно смотреть на его игру, особенно ночью. И я не знаю, как он играл в нее в 5 утра. И он постоянно проверял телефон. Писал кому-то, наверное, тому другу. ЧЖК играл с нами в хорроры, потому что ты не хотел играть с ним в такие игры. Потом он начал играть в пати зверушек. Конечно, он не собирался пропускать эту игру. Он должен был в нее сыграть. И на этот раз он сделал кое-что интересное, купил нового персонажа. Снова. Лол. И снова это был тигр. Бро, разве не очевидно? И он довольно дорогой. Он сказал: «А, это так дорого», и купил его. Всегда либо медведь, либо тигр,
ну, вы знаете, какие команды. И он сказал, мой персонаж самый красивый. Раньше он говорил, что он самый милый, а теперь он самый красивый. Ну да, бро, мы знаем. Он даже сказал кому-то, эй, не забирай моего персонажа, он мой. Лол. Как он сказал, нет, не бери этого персонажа. И человек ответил, ага, ладно. Лол. Чжэнь Ким собственнически относится не только к Т, но и к медведю. Не понимаю. И он ударил кролика в игре, а потом сам выпал из самолета. Лол. Это судьба или что? И Party Animals теперь тоже моя любимая игра. Когда-нибудь я тоже в нее поиграю. Но то, что Чжэнь Ким купил персонажа тигра, это так круто. Кстати, он не упомянул сериал, который так уважает. В смысле, тизер уже вышел, бро. Но он даже не упомянул о нем. Название сериала было типа «Что это за сериал?» Хочу купить тигра и поиграть со своим красавцем-медведем. Отлично, вот и все. И что, ребята, у меня голова кружится, потому что я не выспался. Я не спал всю ночь и проснулся в 7 часов 30 минут. И не увидел ничего детективного. Я уже объяснил, что увидел. Если я что-то упустил, объясню в следующем видео. И, ребята, как я уже сказал, уйдет он или нет, придется подождать. Так что давайте подождем и посмотрим, что будет. Напишите в комментариях, как вы ждете следующих нескольких дней. И увидимся в следующем видео. А пока берегите себя, будьте здоровы, счастливы и всегда поддерживайте и верьте в Теку, несмотря ни на что. А теперь давайте кричать вместе со мной «Теку навсегда».